Современный мир прекрасен во многих аспектах. Нас окружает столько удивительных вещей. Надежные автомобили, сверхскоростной интернет, благодаря которому мы можем в режиме реального времени видеть свою бабушку, живущую на другом континенте, безболезненная стоматология. Но вместе со всеми этими прекрасными вещами 21 век принес нам еще и высокий фоновый уровень беспокойства и повсеместное распространение депрессии, которые делают нашу жизнь уже не такой комфортной. Еще бы, ведь они становятся причинами многих болезней и ухудшают состояние нашей психики. Не очень приятно. Но хорошая новость заключается в том, что мы можем справиться с главными источниками тревоги, отравляющими нашу жизнь, если будем знать, с чем бороться. Так давайте разберем эти источники. Меритократия. Современное общество диктует нам правила, что каждый может добиться успеха, если у него есть талант и энергия. Но обратной стороной этой якобы освобождающей и красивой идеи является то, что любое отсутствие видимого успеха воспринимается нами не как случайность или неудача, а как верный признак лени или отсутствия таланта. Мы думаем, что все, кто на вершине, заслужили свой успех, а те, кто остался внизу, сами виноваты в своих неудачах. Общество, которое считает себя меритократичным, превращает бедность из общественной проблемы в свидетельство проклятия неудачников, которые сами заслуживают такой участи, если они не в состоянии вырваться из того ада, который их окружает. Решением этой проблемы может стать принятие двух важных истин: что успех зависит не только от таланта и усилий, а неудачи случаются абсолютно у всех, не только у лентяев, но и у людей, которые стремятся к своей цели. Это абсолютно нормально, а потому неудачи других должны вызывать у вас не презрение, а сочувствие. Ведь мы все совершаем ошибки на пути к своей мечте. Индивидуализм. Мы постоянно к чему-то стремимся, выжимаем из себя максимум сил, рвем жилы, ведь считаем, что обязаны достичь небывалых высот. А все, кто не ведет себя так же, как мы, кучка неудачников и бездельников. Мы думаем, что быть обычным – это проклятие, пустое прожигание жизни. А ведь, согласно статистике, большинство из нас так ничего и не достигает. Так стоит ли жить в постоянной борьбе за место под солнцем? Может быть, лучше признать, что в тихой обычной жизни тоже есть очень много удовольствий, от которых мы отказываемся, пока гонимся за мифическим успехом. Секуляризм. Наше светское общество перестало во что-либо верить. Для многих религия отошла на второй план или вообще утратила значение. А ведь раньше именно религия поддерживала веру людей в лучшее, дарила им надежду на будущее, утешала в горе, а также мотивировала совершать добрые дела. И даже если случится апокалипсис, судный день, именно религия обещала нам помочь справиться со всем. Но теперь нет ничего, что могло бы заставить нас поверить, что в будущем нас ждет что-то лучшее. Из-за этого и все неудачи, и все триумфы мы ощущаем лишь как миг, после которого не будет ничего, только конец, без нового начала. Чтобы вернуть утраченную веру в человека и могущественные силы, которые его поддерживают, нам следует как можно чаще находить источники покоя, смотреть на ночные звезды,
слушать шум волн или шелест деревьев, созерцать бескрайние просторы пустыни или океана, которые успокаивают разум и заставляют вспомнить, какие мы маленькие и незначительные в этом огромном мире, полном загадок и тайн. Романтизм. Философия романтизма утверждает, что у каждого из нас есть один особенный человек, который может сделать нас абсолютно счастливыми. Но реальность демонстрирует совсем другое, что чаще всего наши отношения строятся на взаимном терпении и поиске компромиссов с человеком, который совсем не идеален, как не идеальны и мы. Многие, видя это несоответствие с их ожиданиями, разочаровываются в любви или начинают лихорадочно искать, бросая каждого человека, кто, как им кажется, не подходит им идеально. Хотя из-за этого они часто упускают самые лучшие возможности. Чтобы справиться с этой проблемой, нам необходимо осознать, что нас просто побудили поверить в невероятную мечту со второй половинкой. Но в действительности нам следует выстраивать свои амбиции вокруг человека, который имеет хотя бы несколько важных для нас черт характера, и закрывать глаза на некоторые его недостатки, особенно если и он прощает нам наши. Средства массовой информации имеют огромный престиж и большое влияние на нас. Но чаще всего они направляют наше внимание на события, которые пугают, беспокоят, бесят нас или заставляют паниковать. К тому же, они вовсю манипулируют нашим сознанием, ведь от того, как подается информация, напрямую зависит наше восприятие. Они демонстрируют самые гнусные стороны человеческой натуры, заставляя нас забыть, что мир построен не только на черном и белом, а на балансе оттенков различных сил. И рядом со злом всегда шествует доброта, ответственность и порядочность. Чаще всего они действуют так всего лишь ради удержания рейтингов на телевидении или продаж тиражей изданий. Но для нас подобные манипуляции иногда заканчиваются очень плачевно. В худшем случае они даже подталкивают нас к правосудию толпы, к суду Линча. Чтобы избавиться от этого воздействия, нам следует обращать внимание только на те новости, которые акцентируют внимание на решениях проблем, касаются нашей повседневной жизни и наших личных переживаний, а не на тех, что призваны просто вызвать возмущение у масс и радостно выдвигающих козлов отпущения и символических монстров. Постоянное совершенствование. Современное общество подчеркивает, что мы все должны быть умными, успешными и довольными своей жизнью. А если это не так, значит, с нами не все в порядке, и мы должны срочно что-то сделать, чтобы это исправить. Но в результате мы начинаем ненавидеть себя, свою слабость и переживаем, что зря потратили жизнь. Для начала нам всем следует успокоиться и принять тот факт, что совершенство – это миф, существующий исключительно в нашем воображении. Для человека нормально иметь недостатки, ведь мы все несовершенны, что небольшие, а иногда и очень серьезные проблемы с психикой – это неотъемлемая часть человеческого существования, и зачастую большая часть этих проблем решается просто душевным разговором с другом или сеансом у психотерапевта, когда мы можем выговориться, выплеснуть все свои эмоции и чувства и избавиться от груза, лежащего на наших плечах. Для нашего здоровья
Это гораздо ценнее, чем все курсы и тренинги в мире. Источники психологического стресса в современном мире намного сильнее, чем средства, помогающие нам с ними справляться. И это приводит к ухудшению нашего психологического здоровья, когда мы не чувствуем, что на 100% в ладах с собой. Увы, это та цена, которую нам приходится платить за жизнь в 21 веке. И единственное, на что мы можем надеяться, что, осознав главные источники наших тревог и переживаний, мы постепенно научимся с ними справляться, чтобы обрести покой и гармонию в нашей душе.